Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Два жизненных пути. Куда же вам пойти? Довольно необычный сегодня расклад будет. Давайте настраиваться дружно на расклад. Как всегда, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, какой вы такой искуситель. Вы такой, знаете, вы довольно живчик, вы страстный, вы очень ревнивый. У вас очень много именно вот мужской такой энергии, да. Мужской в каком смысле? Довольно сильный, волевой, сильный и физически, и морально. Вы настолько вот выносливый по жизни. Мне кажется, что если вам, ну я не знаю, сказать разгрузить вагон кирпичей, вы, наверное, с легкостью это сделаете. Ну, то есть жизнь как вас не пыталась сломить, да вы все равно как-то вот решали все проблемы, причем всегда выходили как будто вот сухими из воды. Вот какие бы проблемы у вас не были, а их было предостаточно в вашей жизни. Причем я бы выделила, что вот проблемы как-то вам по жизни больше создают женщины. Вот как бы это странно для кого-то не звучало, да, может быть и не странно, а закономерно. Вот женщины, которые были в вашей жизни, они, во-первых, были очень непростые. Женщины, вы вообще выбираете женщин, в общем-то, красоток. Ну вот напишите. Ребят, давайте сделаем, как всегда, опрос. Вот какие женщины вам больше нравятся, да? Вот настолько для вас на первом месте внешность стоит, но только по-честному, да? Вот внешность у вас женская на первом месте или же вот какие-то, может быть, другие черты? Ой, чуть не сбила камеру. Или какие-то другие черты для вас важны в женщине, да? А вы выбираете всегда, вот особенно по молодости, да, вот, ну, чтобы и красивая, и ухоженная, и там фигуристая, и все при ней было, да. А такие женщины, вот, как правило, манипулировали вами. Такие женщины, у кого-то было предательство, однозначно, кого-то использовали, да, вранье было, ну, то есть много было нелицеприятных разных моментов, о которых мне сейчас очень не хочется говорить, да, мы отойдем от темы, чтобы поговорить об этом, да, поэтому не будем. И раны не хочется вам бередить. Я бы сказала, что вот вы обжигаетесь и идете снова. Вот вы по жизни такой человек, может быть, даже экстремал какой-то, да, ну я не скажу, что вы любите прямо авантюры какие-то, но вот вы любите по жизни драйв какой-то, да, вот адреналин, вот это ваше все. У кого-то может даже проиграться, что, может быть, вы раньше, либо сейчас занимались какими-то экстремальными видами спорта, либо же вам нравятся вообще такие виды спорта, которые другие, казалось бы, там душа уходит в пятки, да, а вам это в кайф, вам это нравится, вы как будто любите риск по жизни, вы такой рисковый товарищ, активный. То, что у вас очень много сексуальной нерастраченной энергии, это однозначно. Почему она у вас не растрачена? Да потому что, опять же, сделали больно. Это и предательство. Это у кого-то может проиграться временное воздержание, у кого-то может быть даже осознанное оно, да, потому что лишь бы с кем связываться не хочу и не буду, да, потому что, ну, как бы это все равно, что окунуть своего любимого красивого бобика распрекрасного, чистенького, да, я надеюсь, у всех чистенькие бобики всегда купанные, да, наждачечкой так хорошенечко потерли, покупали, да, так, средства для мытья посуды потерли, да, ну, шутки шутками, но тем не менее вы человек брезгливый. Это все равно, что окунуть его, ну реально, вашу такую маленькую красивенькую собачку в ведро с помоями, правда? Но это вообще не годится. Это не про вас, это не для вас. Поэтому у многих из вас, говорю у многих, потому что это общий расклад. Понятное дело, кто-то там шалит, и бобик лает и визжит где-то там на стороне. Но это такое дело. Но у большинства из вас проиграется, конечно же, воздержание, именно потому что
Кто-то не хочет, лишь бы с кем, кто-то решил взять паузу, да, потому что не хочется, не то настроение, не готов к отношениям. Опять же, ну здесь, знаете, у кого-то проиграется даже, что вы как будто для себя похоронили отношения. Вот для вас кто-то, ну, как же вам сказать так, чтобы было попонятней, ну, действительно, как будто кто-то из вас поставил жирный крест на своей будущей личной жизни. Напишите, у кого это проигрывается. Вот знаете, это та ситуация, когда, ну, ты не записываешь себя в монахи, конечно же, но ты не хочешь ни с кем из женского пола близко общаться. Вот напишите, у кого это проигрывается. Хотя женщины, в общем-то, вам нравятся, вы замечаете женщин, да, ориентацию никто не меняет. Но вы так, знаете, вот любуюсь, как из витрины. Да, печальная ситуация. Не очень весело, знаете, казалось бы, да, вот энергии, страстей очень много накопилось. Но куда это все деть, для кого это все, куда это выплеснуть? Кто-то в работу, да, вот вы, многие из вас, кстати, растрачивают свою такую вот сексуальную нерастраченную энергию, именно окунаясь в работу. Кто-то в спорт, да, чтобы вот немножко выпустить пар. Кто-то, конечно же, периодически дружит там с правой и левой рукой, но это такое дело. Это уже кто как разряжается, да, кто что любит. Все взрослые люди, все прекрасно понимают, о чем я говорю, но тем не менее, конечно же, разрядка нужна, дабы не было никаких даже застойных и воспалительных каких-то моментов. Я думаю, многие из вас знают, что даже при воздержании начинаются проблемы с той же простатой, да, а этого никому не хочется, поэтому, ребят, кто как может, разряжайтесь, да, сами, не сами, это уже исключительно ваша воля будет, да, здесь я уже не могу вас разрядить, как говорится, да, как бы я не хотела, но всех сразу я не могу разрядить. И я еще не научилась, чтобы так 1000 одновременно. Так, погнали. Смотрите, мы смотрим наш основной вопрос. 2 дороги, 2 пути, куда пойти. Первый путь. Первый путь, если вы выбираете поменять, скажем так, свое какое-то вот мировоззрение, да, я сейчас обращаюсь к тем, кто, ну, решил поставить крест на своей личной жизни, те, кто опустил лапки и все, не хочу, не буду, женщины не нужны и так далее. Вот я к вам обращаюсь. Если вы пойдете по этому пути и дальше, вот если вы так будете реально жить, да, вот с такой агрессией и с обидами в сторону всех женщин, я вам скажу, что это ни к чему хорошему не приведет. Начиная от того, что у вас ухудшится самочувствие, да, самочувствие я имею в виду нервно-психическое, потому что вы будете пребывать в постоянном стрессе, вы будете пребывать в постоянной депрессии, я уже не говорю про те же самые воздержания, да, которые тоже нужно хотя бы как-то разряжать. Вы будете постоянно как будто сами с собой бороться, потому что инстинкты, желания, ну никуда их не денешь, да? То есть бывает ситуация, когда ты понимаешь вот умом, головой, мыслями, да, ты понимаешь, что вот все, не хочу, не буду, вот все женщины плохие, все женщины враги. А с другой стороны, есть какие-то инстинкты, есть желания, да, когда ты выходишь на улицу и ты видишь, вот красивая женщина идет, и все равно у тебя в душе все переворачивается, тебе становится больно от того, что ты идешь один, и тебе одному все равно плохо. Это происходит на подсознательном уровне. То есть это настолько постоянный хронический стресс, который за собой потянет в дальнейшем, да, вот хронические болезни, обострение прежних болезней, появление новых болезней. Это ситуация, которая ведет в никуда. Это ситуация, когда вы, ну, реально просто обозлитесь не только на женщин, на весь белый свет. Если вы, вот еще раз говорю, если вы пойдете этим путем, что все, я решил поставить крест на всех женщинах, все, до конца жизни ни с кем ничего не хочу. Я вам скажу, что вы начнете, ну, настолько сильно тогда вообще всех людей подозревать. Вы,
вы станете настолько, во-первых, неуверенной в себе, вы начнете комплексовать, вы начнете быть вообще неуверенным во всех людях. Это перейдет у кого-то даже в паранойю. Ну, как вам нравится такой вариант? Это я первый вариант описываю, да, вот первый путь, если вы им пойдете, то, я думаю, ничего хорошего из этого не получится. Это ситуация, когда вы отдалитесь вообще от общения. Вот со временем вам не захочется не только с женщинами общаться, вам не захочется вообще как-то вот социализация для вас это будет что-то такое страшное, кошмарное. То есть вы станете постепенно, ну, как бы отшельником, что ли. Естественно, это не произойдет в одночасье, да. Это такое добровольное отшельничество, которое вас повергнет в стресс, в депрессию, в болячки, да. Это первый путь, ребят. Вы будете выбирать. Сейчас мы поговорим о втором пути. То есть здесь ваше, вот если вы пойдете этой дорожкой, да, здесь, конечно, печалька. Я бы вообще не советовала. Вот не советовала. Как бы плохо ни было, лучше сходите к психологу. Лучше как-то отвлекитесь, развлекитесь. У кого-то есть друзья, приятели, там родственники, да. Съездите там на рыбалку, я не знаю, на охоту, куда-то на шашлыки. Пытайтесь разгонять эти все негативные мысли, если вам настолько плохо, да. Еще, ребят, и вот те, кто из вас до сих пор не могут забыть бывшую, кому реально еще плохо, вы ее постоянно вспоминаете. Я уже много раз рассказывала об этом. Просто старайтесь, ну, силой воли переключать свои мысли. Вот пробуйте. Кому-то это, может быть, покажется сразу сложно, но в этом ничего абсолютно сложного нет. Вот только начали думать про бывшую. Сразу же переключайтесь, что угодно можете думать. О работе, там, о фильме, о друзьях, о чем угодно. Не пересматривайте фотографии, переписки, не ходите в те места, где вы были вместе. Ну, то есть по максимуму исключите какие-либо воспоминания. И так вы постепенно забудете ее. Далее давайте смотреть, что будет, если вы пойдете совершенно другим жизненным путем, да? Что же будет? Ух ты! И сразу же, я думаю, здесь не нужно быть даже тарологом, чтобы вот прочитать эти три карты. Если вы откроетесь, да, откроетесь к новым отношениям, если вы поменяете свое мировоззрение, свои ощущения, свое мнение по поводу других женщин, да, что не все женщины враги, не все женщины плохие, в вашу жизнь придет новая любовь, новая женщина, с которой у вас будут именно теплые, близкие, любовные отношения. Конечно же, это случится чуть попозже, потому что вам как минимум нужно переключить свое сознание. Это не бывает за один день и даже за неделю. Но как только вы начнете понимать, да, вот именно внутри себя понимать, что жизнь прекрасна, что все абсолютно женщины разные, и не только внешне, но и внутренне, наборы качеств, характер, все абсолютно разное. Как только вы это уясните, когда вы в одно прекрасное утро так по щелчку вы проснулись и думаете, да елки-палки, да жизнь прекрасна, что я так на себя забил, да? Что я умирать собрался или что? И дерзаете, да, и общаетесь, вы начинаете более активную жизнь, вы начинаете, ну я не говорю, чтобы прям ходить и ко всем приставать, знакомиться, но вы начинаете общаться, вы начинаете обращать внимание на женщин, кто-то будет переписываться поначалу, да, однозначно это будет сначала у кого-то, может быть, дружеское общение с женщиной, которая перейдет в любовь. Если вы идете другой дорогой, у вас, кстати, вот даже как будто по мановению палочки волшебной, да, вот и у кого-то может проиграться карьерный рост. Вот настолько удачно начнет складываться жизнь ваша, потому что вы будете истощать совершенно другую энергетику, позитивную энергетику. Если в первом случае вы будете чахнуть в негативе, если же вы меняетесь в позитив, у вас пойдет и карьера, и деньги. Вы встретите и женщину, которую вы, как бы вам ни казалось, что все
капец, но вы влюбитесь. Вот вы выходите из состояния одиночества навстречу новой любви. Можно даже и не выкладывать больше карт, потому что туз кубков, который нам говорит, что это начало новой большой взаимной любви. Да, будут сомнения, какие-то сомнения будут, но это даже отголоски сомнений, я бы сказала, потому что вот вы, ну реально как-то переосмыслите, вот как будто, знаете, вот тумблер переключили, сегодня было плохо, а завтра я решил, что будет мне хорошо, да, что жизнь прекрасна и нужно что-то менять. Среди вас есть такие, которые могут даже рвануть, может быть, резко в отпуск. Вот есть, потому что вы активные, вы живчики, вы много чего можете себе позволить. Можете действительно написать заявление на отпуск и уехать. Просто поменять свою жизнь. И вы встретите женщину, вы встретите любовь. Эта новая женщина станет вашим новым счастьем. Но я даже не хочу больше вытаскивать карт, потому что ну, все карты, в общем-то, позитивные, да, вот второй путь, второй жизненный путь, если вы его выбираете, это путь любви, богатства, карьеры и позитива. Поэтому напишите вот мне сейчас, да, кто прослушал меня все-таки до конца, напишите, какой путь вы выбираете. Опускаться в негатив, в болезни, в депрессии, да, и все, что отсюда вытекает, в одиночество, конечно же. Или вы выбираете второй путь, там, где и счастье, и любовь, и богатство. Пишите, ребят. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!